Мы за то, чтобы не болели и не умирали наши дети. Мы за то, чтобы не болели и жили долго наши родители. Мы за то, чтобы нас окружали здоровые и счастливые люди. Мы за то, чтобы люди знали, как всего этого добиться. Поэтому давайте приступим к делу, и на этот раз все сделаем правильно. Даже если вы осознаете лишь 10% того, что увидите в этом фильме, вы убережете себя и своих близких от многих неприятностей, сэкономите уйму денег и продлите на много лет свою жизнь. Доказано, что большинство проблем со здоровьем возникает из-за нехватки необходимых элементов – витаминов, минералов, ферментов и так далее в нужных пропорциях, в нужное время, в нужном месте нашего организма. Из-за этого недостатка ослабевает иммунитет. Организм начинает работать в аварийном режиме. Понятно, что в таком режиме он проработает недолго. Например, если в организме имеется дефицит витаминов С и Е, бета-каротина и селена, существует угроза развития рака. Рак является одной из основных причин смертности во всем мире. Ежегодно от этой болезни умирает 7 миллионов 500 тысяч человек. Пока вы смотрите этот фильм, от рака умрет около 800 человек. 40% из них могли бы остаться в живых, если бы они каждый день принимали достаточное количество витамина С, Е, бета-каротина и селена. Столь высокая смертность объясняется тем, что дефицит этих веществ наблюдается у 80% населения. И причем не просто дефицит тотально географический, он также и временной, из поколения в поколение. Говорил ли вам об этом ваш врач? Так вот, употребляя витамины С, Е, селен и бета-каротин каждый день, тратя на это незначительные средства, вы убережете себя от опасности и сохраните свое здоровье на долгие годы. Если бы ваш врач сказал вам, что вы сможете избежать многих проблем, употребляя каждый день небольшое количество натуральных витаминов, он бы остался без работы. Потому что люди, которые употребляют натуральные витамины и минералы каждый день, в лечении не нуждаются. Похожим образом дела обстоят и с другими микроэлементами. Дефицит только одного кальция является причиной 147 различных заболеваний. Очень важно понимать, что речь идет о натуральных, а не химически синтезированных витаминах. О витаминах, которые мы можем получить из растений, а не о тех, которые мы привыкли покупать в аптеках. Иными словами, если у вас есть возможность предотвратить болезнь, в особенности неизлечимую, вы должны воспользоваться этим шансом. Во-вторых, вам необходимо добавлять к своему питанию дополнительно 90 биологически активных веществ. Это 59 минералов, 16 витаминов, 12 основных аминокислот и протеиносодержащих белков, 3 основных жирных кислоты. Всего 90 добавок к ежедневной диете, и вы радикально снижаете риск заболеваний, вызванных их дефицитом. В современном цивилизованном мире уже невозможно сохранить здоровье, не добавляя ежедневно в свой рацион биологически активные вещества. Их нельзя уже получить в нужных количествах из обычных продуктов питания. Теперь их можно только купить. Что же делать, чтобы восстановить и сохранить здоровье? Существует мнение, что сохранить здоровье можно, употребляя в пищу много витаминов. Но какие витамины мы привыкли принимать? Скорее всего, это мультивитаминные комплексы, состоящие из витаминов, синтезированных химическим путем. Давайте попробуем в этом разобраться. Природный витамин С, а именно такой нужен нашему организму, состоит из 7 изомеров. Оказывается, что на сегодняшний день ученым удалось синтезировать лишь один из 7 изомеров настоящего витамина С. Что же получается? Это витамин-инвалид. То же самое и с другими витаминами. Например, витамин Е. В природе он состоит из 8 токоферолов, а ученым удалось синтезировать лишь один. Вот и получается, что химически синтезированные витамины просто делают нашу мочу дорогой.
потому что все инородное организму чуждо. Именно поэтому, когда мы пьем такие витамины, наша моча окрашивается в ярко-оранжевый цвет и пахнет химией. Организм их просто выводит. Надо же! И нас уверяют, что, употребляя такие витамины каждый день, мы сохраним свое здоровье. Есть еще один выход – обратиться к лекарствам. И хотя многие люди уже давно поняли, что такой путь тупиковый, без лекарств мы пока обойтись не можем. Но здесь нам опять потребуются знания. Людей, ежедневно применяющих лекарства, много. Иначе не было бы так много процветающих аптек. Интересно, знают ли они о том, что большинство таблеток не лечат и даже теоретически не могут исцелить от болезней? Цель большинства широко рекламируемых средств – просто убрать симптом. Это так называемая симптоматическая терапия. Вслушайтесь в рекламу. Например, вы не будете чувствовать боль. Или избавит от боли на 12 часов. И тому подобное. Что же получается? Болит голова, съел таблетку, голова не болит. А проблема осталась и продолжает развиваться. Это очень похоже на самообман. Но, как говорится, других обманывать нехорошо, а себя глупо. И, как оказывается, опасно для здоровья. Это можно сравнить с загоревшейся красной лампочкой на панели автомобиля. Красная лампочка – сигнал, что что-то не в порядке. Хороший водитель разберется, в чем дело, чтобы предотвратить серьезную поломку. А непутевый водитель просто выкрутит лампочку и, кажется, проблема решена. Так же поступаем мы, когда пьем таблетки от давления, от боли и так далее. Кроме того, надо помнить, что абсолютно безопасных лекарств не существует, и от них умирают так же, как и от болезней. В статистическую отчетность уже введен диагноз – побочное действие лекарств. Все ли знают, что анальгин запрещен к производству в цивилизованных странах еще в начале 60-х годов прошлого века? Что одним из побочных эффектов этого препарата являются изменения формулы крови, часто ведущие к летальному исходу. Смертность вследствие приема лекарств занимает 5-е место после сердечно-сосудистых, легочных, онкологических заболеваний и травм. Эта проблема актуальна во всем мире. Наше здравоохранение всегда опиралось в основном на лекарственную терапию и экстенсивный путь развития. Больше врачей, больниц, поликлиник. Этот путь никогда не решал проблем, а лишь загонял их в тупик, делая медицину несовершенной. Остается последний способ восполнить необходимое количество витаминов и минералов в нашем организме. Это употреблять в пищу много еды и надеяться, что вместе с ней в организм попадет все необходимое количество биологически активных веществ. Все бы хорошо, но, во-первых, это экономически нецелесообразно, во-вторых, это невозможно физически. Учитывая энергетическую и биологическую ценность сегодняшних пищевых продуктов, подсчитано, что суточная доза всех необходимых человеку питательных веществ содержится примерно в 50 килограммах еды. Например, дневная доза витамина С – это 15 апельсинов или 42 помидора, витамина Е – 10 чашек оливкового масла, бета-каротина – 5 морковок или 6 чашек кабачковой икры, селена – 16 жареных яиц или 160 бананов. Кроме того, пищевая ценность суточного рациона не должна превышать 2–2,5 тысяч килокалорий. Что же делать? Столько калорий нам не осилить. Но необходимые для здоровой пищи биологически активные вещества находятся именно в таком количестве пищи. Поэтому в развитых странах ученые научились выделять из большого количества продуктов, а именно из растений, необходимое человеку количество биологически активных веществ. Благодаря высоким технологиям и накопленному опыту траволечения, сегодня современный человек может восстановить и поддерживать свое здоровье, добавляя к своему обычному питанию натуральные витамины и минералы,
биологически активные вещества, так называемые БАДы, биологически активные добавки к пище. Ваш лечащий врач должен был предоставить вам эту информацию. Если он не хотел брать на себя ответственность, он мог хотя бы проинформировать вас, чтобы вы сами могли сделать выбор. Помните, это важно. Вам необходимо 90 пищевых добавок. Это 59 минералов, 16 витаминов, 12 основных аминокислот и протеиносодержащих белков, 3 основных жирных кислоты. Всего 90 добавок к ежедневной диете. Иначе у вас разовьются заболевания, вызванные их дефицитом. Каждый раз, когда вы хотя бы один день не получаете необходимые минералы, вы укорачиваете свою жизнь на несколько часов или даже на несколько дней. Японцы, средняя продолжительность жизни которых составляет 79 лет у мужчин и 85 у женщин, уже давно нашли выход из этой ситуации. 90% населения Японии принимают биологически активные добавки к пище ежедневно. Они поняли, что наш организм сам способен защитить себя и исцелить. Но при одном условии. Ему надо помочь. Ему надо дать все необходимое питание в виде натуральных витаминов и минералов. Итак, что же такое БАДы и как они действуют на организм? Виктор Александрович Тутельян, директор Института питания Российской академии медицинских наук, профессор, академик РАН. Регулярное использование БАД – это лучшее, что сегодня может сделать человек для своего здоровья. Большинство ведущих ученых мира считают, что сегодня найден идеальный, эффективный и совершенно безопасный путь сохранить свое здоровье и остаться таким же красивым и привлекательным, как в 20 лет. Что такое биологически активные добавки к пище? Это концентраты природных, натуральных, пищевых и биологически активных веществ, выделенных из сырья животного, морского, минерального происхождения, пищевых или лекарственных растений или концентрата, полученные путем химического синтеза, но которые полностью идентичны своим природным аналогам и сохраняют их свойства. Эти вещества, которые человеческий организм не способен синтезировать сам, должны ежедневно поступать с пищей в наш организм. Если же этого не происходит, в организме с течением времени развивается их дефицит. Это всегда приводит к снижению способности организма бороться с вредными факторами окружающей среды, к ухудшению здоровья, понижению работоспособности, ускорению процессов старения. Владимир Абдулаевич Дадали. БАД – это не лекарство, не средство лечения болезни, а средство устранения причин ее вызвавших. Поэтому оказываемый ими оздоровительный эффект сопоставим с воздействием фармакологических средств, а иногда и превышает его. К великому сожалению, вынужден сказать, что даже многие врачи, кроме знания о кальции, магнии, калии и йоде, еще не очень хорошо себе отдают отчет в значимости других микроэлементов, например, цинка, селена, бора и других. Хотя большинство проблем здоровья и профилактики напрямую связаны с дефицитом микроэлементов и могли бы быть решены, если бы микроэлементы были бы активно внедрены в систему нашего питания. И, к великому сожалению, студентам медицинских факультетов об этом до сих пор ничего не говорится. Помните, каждый раз, когда вы один день не принимаете минералы, вы укорачиваете свою жизнь на несколько часов или даже на несколько дней. Даже если вы осознаете лишь 10% того, что увидите в этом фильме, вы убережете себя и своих близких от многих неприятностей, сэкономите уйму денег и продлите на много лет свою жизнь.